Всем привет, с вами Артем. Сегодня у нас четвертая серия нашего сериала Xeon E5 2620 V3. Для тех, кто не в курсе, в каждой серии мы сравниваем производительность бюджетных процессоров V1, V2 с процессором E5 2620 V3. И сегодня, как вы уже догадались из названия ролика, у нас оппонентом будет Xeon E5 2630 V2. Несмотря на то, что он работает на максимальной частоте памяти 1600 МГц, это ему не мешает немного обходить предыдущего оппонента E5 2640 с частотой памяти 1866 МГц за счет более высокой тактовой частоты в 2,9 ГГц, ну и обновленной архитектурой. По процессорам оба шестиядерные, 12-поточные, тактовая частота 3,2 на 2,9 ГГц, теплопакет 85 на 80 Вт, техпроцесс 22 нанометра и кэши всех уровней также одинаковые. 2620 V3 это Haswell, 2630 V2 Ivy Bridge. Как всегда будет выделен третий экран для стокового E5 2620 V3, но он будет у нас в качестве спортивного интереса, без комментирования. Настройки в играх максимально возможны, разрешение 720p, результаты на диаграммах это чистый прогон бенчмарк FPS без захвата и оверлея, возможно небольшая погрешность с видео. К сожалению, сравнение Ryzen 5 1400 2620 V3 пока откладывается, так как эту идею не поддержали. За 4 дня не набрали даже и половину лайков под видео от нужного количества, а как я говорил, именно это будет означать интерес к данной теме. Но не стоит отчаиваться тем, кто отдал палец вверх с надеждой посмотреть на сравнение, это тест у меня на карандаше и возможно все-таки выйдет. Ну а перед началом теста, только не перематывая, я не займу много времени. Небольшая вставка. Рано или поздно возникают трудности в направлении компьютера, и данное сообщество создавалось как раз таки для таких моментов. Это наш форум. Ты можешь как получить консультацию, так и помочь нуждающемуся товарищу. Тем достаточно много для обсуждения. Помощь в сборке компьютера, помощь в решении проблемы в процессе эксплуатации. И достаточно других тем по нашему направлению. Имеется торговая площадка для продажи своих комплектующих. У вас будет свой личный кабинет. Есть возможность добавлять в друзья участников, есть общий чат на главной странице, есть в личном кабинете, есть личные сообщения. Также ради интереса добавил игру шашки в личный кабинет. Теперь вы можете создавать игровые комнаты и играть со своими друзьями, ну и конечно приглашать на игру зрителей. В игровой комнате есть общий чат между всеми участниками, так что мы немного вышли за рамки обычного форума и получили своеобразное уникальное сообщество. И это далеко не предел его возможностей. В общем, переходите, регистрируйтесь, мы вас ждем. И первый проект у нас это Тень Ларисы Ивановны, средняя частота кадров 96 на 75. В эпизоде с рынком видно, что 2630 V2 грузится очень даже ничего, местами под 100%, при этом фризов никаких не наблюдается. Температурная разница очень напоминает картину с 2620 V1, который также имел примерно минус 10 градусов от 2620 V3. Уже в четвертой серии мы никак не можем тут преодолеть разницу в 20 кадров с 2620 V3. GTA 5. Средняя частота кадров 69 на 51. Тут, конечно, играет большую роль тактовая частота, и 2630 V2 тут нечем крыть. Также у него имеются небольшие колебания на графике фреймтайма. Hitman 2. Средняя частота кадров 81 на 65. Видно, что 2630 V2 тут не сладко, особенно где большое скопление NPC. Частота тут тоже имеет вес. Еще есть определенная закономерность. Видеопамяти для 2620 V3 выделяется почти на четверть больше, чем с вариантом 2630 V2. Это при том, что у меня графика везде неизменна. Эта тенденция наблюдается из 2640. Напишите в комментариях, кто с такой ситуацией сталкивался. В PUBG у нас средняя частота кадров 137 на 130, результаты неплохие, видно, что у 2630 V2 иногда проскакивают пики на графике. Также погрешность захвата и оверлея на 2630 V2 налаживается немного больше, чем на 2620 V3. Каких-то серьезных проколов в контексте процессоров тут не наблюдается. В паре с упором в видеокарту, например GTX 1070, все будет играться и кататься.
Watch Dogs 2 средняя частота кадров 71/59, особо к 2620V3 тут претензий нет, а вот 2630V2 ему немножко тяжко, но терпимо. Все-таки это не 2620V1. Очень радует он своими температурами, это в среднем около 43 градусов, но и в 2620V3 тут также все неплохо, в среднем около 48 градусов, это при том, что он с Full Turbo. Танки Benchmark Encore RT версия 02, средняя частота кадров 272/249. Тут оба процессора выступили отлично, особо и нечего добавить. Обитель зла 2, средняя частота кадров 136/103, имеем хорошую разницу. Тут мы практически скопировали предыдущий результат E5-2640, опередив его всего лишь на 3 кадра. И последний на сегодня проект — это Benchmark Stalker Зов Припяти. Результат посмотрим немножко позже. Видно, что 2630V2 пытается немного бустить до 3 ГГц. Вот такие получились результаты. Мы видим, что 2630V2 в представленных игровых отрезках это практически тот же 2640. И для раскачанного 2620V3 это цветочки. А вот далее по плану пойдут ягодки. Это E5-2667 и E5-1620 4,3 ГГц. Напишите в комментариях, что вы думаете о представленных процессорах в ролике. Обязательно поддержите пальцем вверх, подпиской, если этого еще не сделали. Не забываем за наш форум, он потихоньку набирает обороты. Огромное вам спасибо за просмотр. На этом у меня все. С вами был Артем. Не болеем. Всем добра.